Привет, друзья! Вы смотрите нас на канале «В центре Бразилии». Что находится в центре Бразилии? Твои ассоциации. Раз, два, три. Амазонка, природа. Стоп! В этом выпуске мы расскажем вам про дикую природу этой страны. Покажем злых, ужасных, диких пираний, которые съедают все, что только попадает в воду. Покажем нетронутые леса и полчища животных, съедающих все на своем пути. Садись на велосипед, Артем. Поехали прямо. На встречу с дикой природой! Прежде всего, давайте определимся в критериях. Что такое дикая природа? Поможет нам в этом государственная классификация. Так, по данным Википедии, в России 6 типов особо охраняемых природных территорий. По другим источникам их 7. Но к понятию «дикая природа» можно отнести только вот эти 5. Выделяются ООПТ федерального, регионального и местного значения. По административной принадлежности природных территорий в Бразилии такое же деление. Интересный факт. Вход во все объекты природы регионального значения штатов и местного муниципального значения не может быть платным, а типа некультурно брать деньги у своих. А вот парки федерального значения, самым известным из которых в России являются Фоз-ду-Игуасу, почти все платные. Но вот в плане классификации дикой природы Бразилия решила выпендриться и придумала 11 типов только региональных природных территорий и почти столько же федеральных. Они представлены в этой таблице, которую вы видите на экране. Кстати, если вы купили фазенду, и она потом попала в эти категории природных территорий, то у вас ее просто конфискуют без компенсации во имя человечества. Во время подготовки этого видео мы изучили много материалов о природных зонах Бразилии. Скажу сразу, карты в учебниках географии России никуда не годятся. Самая известная природоохранная организация Всемирный фонд дикой природы выделяет 10 различных природных зон. Вот они на карте. Зоны 8, 9 и 10 переходные, микс. 7 – это просто надутые ветром песчаные пустыни из Атлантического океана. Зоны 2 и 3, по сути, тоже смешанный тип леса и полей. На юге – это влажные, на севере – это сезонно влажные места. Остаются 4 основных типа. С таким делением согласны сотрудники местного ботанического сада, на картах которого в этом самом парке представлены только 4 зоны. Это влажные леса Амазонии, светло-зеленый цвет, сверху карты цифра 1. Голубое пятно в центре – это Пантанал, цифра 6. В этих природных зонах мы еще не успели побывать, все впереди. Последние две, коричневый номер 4 и темно-зеленый номер 5 – это Серрада или Саванна и Атлантические леса. Атлантические леса сейчас уничтожены на 93%. То есть осталось всего 7% лесов как таковых, а в первозданном состоянии всего 1%. В этой же зоне проживает 70% населения страны. А мы живем вот в этом прямоугольничке. Это федеральный округ, зона Серрада или Саванны. Первозданная саванна Южной Америки сильно отличается от африканской. Тут значительно больше деревьев, есть целые леса. Эта зона неплохо сохранилась. Потому у нас есть возможность показать вам дикую природу центра Бразилии. Вперед! Самая близкая дикая природа от нашего дома – это Флореста Националь де Бразилия. В классификации природы вот он. Это территория с лесным покровом, преимущественно аборигенных видов, основной задачей которых является многократное устойчивое использование лесных ресурсов и проведение научных исследований. Территории находятся в государственной собственности, а частные земли, входящие в их границы, должны быть экспроприированы. Публичные посещения и научные исследования допускаются при соблюдении правил. Из названия понятно, что парк этот федеральный, но вход сюда бесплатный. А раз бесплатный, то где он? Ищите сами. По карте это основная въездная дорога. Очевидно, мы рассчитывали увидеть здесь что-то типа асфальта. Но еще интереснее, как сюда добраться.
От города нет никаких светофоров. Вы перебегаете трехполосное шоссе в одну сторону, трехполосное в другую сторону через 2 отбойника. И оказываетесь вот здесь. Хотя это часть национального парка. Мы видим здесь какую-то ферму, как будто кто-то ведет здесь сельское хозяйство. Чего-то растет. А впереди вообще кажется, как будто это забор. По карте видно тут, что гуляют люди, однако вон слева какая-то ферма. А прямо написано, что это сад, Форест национальный де Бразилия, национальный парк. Вон слева ферма. И где, чё, как, куда, хрен его знает. Дальше ну как-то вообще забор стоит. Непонятно, с чего он тут взялся. Наслаждайся и не волнуйся, Артем. Эту ферму скоро конфискуют. Как шутил наш бразильский друг, в СССР коммунизм построить не удалось, а в Бразилии получилось. Правда, только у природоохранного ведомства. Если они сказали, что на этой территории во имя человечества будет парк, спасибо, все свободны. Сложно сказать, но можно точно сказать, что мы находимся в администрации парка. И, господи боже мой, тут все сделано для людей. Вы только посмотрите на эти лавочки для пикника. Здесь можно набрать воду бесплатно. Тут есть душ. Вам жарко, взяли, умылись. С другой стороны от душа есть еще краны для воды. Пожарный гидрант желтый, видите, вдали. Карты парка с обозначением треков. Это карта с обозначением пеших дорог. Это карта с обозначением велосипедных дорог. Ну, типа, можно проехать вполне. Там можно набрать воду, чтобы попить. Пожалуйста. Берем, набираем, пьем. Вода питьевая, проверял. Ребята, тут реально сосновый лес. Вот для большинства зрителей, которые из России, ну, сосновый лес, ну, господи. В Москве это Серебряный Бор, в Питере там есть часть в удельном парке, там каким-то Орехово, Сосново. Но здесь это действительно редкость, потому что это сухой сосновый лес. Тропические леса на острове Илhabela это другое. Кстати, знак, что это именно велодорожка, а не дорожка для пешеходов. Но, как видно, да, местами... Вообще недавно прям. Прям запах, да, того, что этот горельник, прям пару дней, может, пару недель. Видите? Блин, человек убивает природу. Вот смотрите, вот как здесь и как здесь. Где лучше? Кроме сосен бросаются в глаза еще горелый лес. Пожары – одно из бедствий Серрадо. Сама природа Серрадо сформировалась под влиянием огня. Но то был природный пожар, а это уже результат деятельности человека. Увы, именно человек – самый большой враг природы, частью которой является сам. А так выглядит Серрадо через 5 лет после пожара. Да, природа восстанавливается после пожара, но так медленно. Прежних деревьев-гигантов уже нет. А встречаются и вот такие вот тропы, такие участки, где все относительно плюс-минус недавно горело. Этому пожару хотя бы не несколько дней, а, наверное, несколько месяцев. Но вот сам факт, что, ребят, так же, как когда мы были в Чили, все это дело было видно, когда леса, нацпарки, кругом горельник, так и здесь. Вон видно, что горельник падает и падает. А вот и обоснование, почему этот парк создали именно здесь. Этот лес – большая водоохранная зона реки, которая впадает в озеро Санта-Мария. Это озеро – одна из самых больших тайн Бразилии. Но мы там уже побывали и расскажем вам эту тайну в одном из следующих видео. Кстати, одно из наших занятий в этой стране – организация индивидуальных и групповых туров под ключ и сопровождение туристов из русскоязычных и англоязычных стран. Если вы хотите провести свой отпуск тут, обращайтесь. От пляжного валяния до путешествия по Серрадо или джунглям Амазонки. Пешком, на машине, на велосипедах, на байдарках. Наши цены, на удивление, ниже того, что предлагают в России. Все просто, мы уже тут. Вам не надо оплачивать нам авиабилеты. Мы знаем, как и что тут устроено. Мы лично проехали на велосипеде ровно половину штатов
и сможем вам показать такую Бразилию, что вам не покажет никто, во всех смыслах. Звоните и пишите, наши координаты в описании. Сейчас мы проведем необычный, достаточно опасный эксперимент. Мы зайдем в эту дикую реку, по крайней мере, кто-то из нас. У нас есть прикормка для рыб, которую мы взяли у местных рыбаков. И мы проверим, действительно ли есть в реке пираньи. Ты пойдешь. Ну, мне бы не хотелось, потому что мне проще тебя спасти, если что. Давай просто скинемся с УЕФА, и кто победит в этом скидывании, тот и пойдет в реку, как победитель, как достойный. Окей. Поехали. Камень, ножницы, бумага. СУЕФА, ничья. СУЕФА. Тигр. Мне идти в реку? Хорошо. Но давайте сначала убедимся, что река действительно прозрачная. Посмотри, там есть рыба. Видишь, вон косяк рыб. Это не просто там непонятно что. Видно, что в реке есть течение. Вон мальки прям вот, не знаю, видна они в кадре или нет. Давай попробуем рыбку немножко прикормить. Вот. Соответственно, ну, пираньи пока не приплыли, и давайте уж попробуем тогда протестировать реку полностью. Для убедительности теста я покажу, что у меня действительно есть небольшие ранки. Ну вот, например, вот. Это кусали местные мухи, и сейчас будет смертельный Оба, какая номер. смертельная стая птиц. Да они меня ждут, да. Пираньи съедают все. Ладно, пауза, я раздеваюсь. Артем готов, и птички тоже готовы. Доедать то, что осталось несъеденное пираньями. Если что, я буду кричать, и ты просто, останавливай съемку тогда и прыгай за мной, ладно? Ага, Ну, конечно. блин, Ха-ха-ха. Спокойно. Если еще возьмем немножко корма. Я тебя не спасу, не надейся. Рыбки сначала поплыли от меня. А теперь плывут ко мне. Вон они, видишь? Вот. Вот, они плывут ко мне. Ну, это не похоже на пираньи. Сейчас я кину им корма немножко. Я не вижу. О, рыбки поплыли, вот они едят этот корм. Сейчас зайду немножко поглубже, вот, чтобы убедиться, что в реке действительно... Да шучу я, шучу! Нет тут никаких пираний. Вот, можно спокойно наслаждаться, плывя против течения. Легенда разрушена. В бразильских реках пираний нет. Про бразильские реки есть еще одна легенда. О том, что тут живет маленькая рыбка-паразит, которая запрыгивает сразу в половой член, как только мужчина начинает писать в воду. Если вы поищете в интернете, то вы найдете несколько фотографий на эту тему. Но правда это или нет, я в этом видео показывать вам не буду. Спойлер, это все неправда. Флореста Националь де Бразилия – самый большой национальный лес, открытый для прогулок здесь, в столице Бразилии. У него есть свой брат-близнец в Москве – парк Лосиный остров. Давайте сравним их. Лосиный остров в Москве – это 5 на 7 километров с кучей съеденных частей, то есть по факту меньше. Закрытая часть Лосиного острова, отнесенная к Московской области, это 10 на 12 километров с кучей отгрызенных кусков в виде всяких дач, коттеджных поселков. В столице Бразилии открытая часть почти идеальный квадрат, без выеденных краев, 7 на 7 километров. Закрытая часть 19 на 20 километров и тоже без откусанных кусков. Это в 2 раза больше, чем в Москве, при вчетверо меньшей численности населения. Казалось бы, вот леса с одинаковым статусом, но и там вы не найдете стада диких животных. Оба парка находятся в печальном состоянии, только московский брат сильно уничтожен в своей закрытой от людей части нашествием короеда. А Флореста Националь сильно страдает от пожаров в открытой части. И московские и бразильские парки пронизаны сетью дорог-просек в виде прямоугольной сетки. Это делает их удобными для посещения на велосипеде. Только зверям и птицам это не сильно помогает. Да, в Лосином острове есть лоси, кабаны, много комаров. А во Флоресте Националь комары только вечером, зато круглый год. А вместо лосей – тапиры, вместо кабанов – волк-гуара. Но нет того киношного изобилия, которое представляется при слове «дикая природа Бразилии».
Зато тут есть тот кусочек леса, который кажется наиболее родным, русским. Вот он. Тут собираются йоги, которые медитируют каждые выходные. Наверное, сейчас они самые безопасные для природы люди на Земле. При всей кажущейся непобедимости природы и огромных размеров нашей планеты, дикая природа на самом деле очень уязвима. Человек постепенно старается изменить свой имидж и превратиться из уничтожителя природы к ее спасителю. Парадокс в том, что природу приходится спасать от самого человека, и тут это особенно заметно. Бразилия имеет одно из самых прогрессивных в мире природоохранных законодательств. Оно очень строго и сложно, но строгость законов компенсируется необязательностью их исполнения. А еще сложнее следить за исполнением сложных законов на огромной территории страны с уникальной природой. Людских ресурсов просто не хватает. Но зато задача местных природоохранных ведомств уже давно не оштрафовать, поймав туриста около знака «Вход запрещен», а помочь людям приобщиться к природе, полюбить ее. Ведь то, что любишь, то и ценишь, не так ли? Вы смотрели нас на канале В центре Бразилии поднять паруса, дует ветер свободы.